Какой воздух. Друзья, я сейчас выхожу на утренние упражнения всякие. То есть я либо хожу, либо бегаю, либо на велосипеде катаюсь. Вот я вышла, и оказалось, что совсем рядом с нами происходит estate sale. Вот мы с вами пойдем, заглянем и посмотрим вообще, что это такое, с чем это едят. Может быть, даже что-то прикупим. Здорово, что ехать никуда не надо, в пешей доступности. Вот буквально сейчас покажу вам, как идти от моего дома к тому, где происходит это действо. Estate sale – это продажа или ликвидация недвижимости. Наиболее частыми причинами этой ликвидации являются переезд семьи, например, очень-очень куда-то далеко, что они не могут забрать с собой всю мебель, всю домашнюю утварь и так далее. Либо же печальный повод – это смерть владельца данного дома, то есть это чаще всего старики, чьи-то бабушки, дедушки, и вот наследники решают, что они не хотят, например, что-то себе оставлять в виде старых диванов, чашечек, тарелочек, и им проще это по чисто символической цене распродать другим людям. А вообще в Америке вот такие сейлы, они не считаются зазорными или каким-то вандализмом. Наоборот, то есть это обоюдно выгодное мероприятие для всех. И для владельцев, да, то есть продавцов, и для покупателей, таких как я, например. Потому что на таких эстет-сейлах можно найти удивительные, уникальные вещи практически за даром. То есть это может стоить абсолютно символических каких-то денег, там, например, $1, $2, $3, а в продаже, например, на том же eBay такие вещи могут стоить и 10, и 20, и 30 долларов, и так до бесконечности. Очень много и часто случается таких ситуаций, когда люди, знающие люди, естественно, мы их называем хантеры, то есть охотники за антиквариатом, они находят прям вау вещи, на которые ты бы, собственно, и не обратил внимания, да, с первого взгляда, и они приносят прибыль. Собственно, этим мы с Сашей и занимаемся. Мы находим такие ценные вещи, и я хочу показать вообще, как это работает. То есть сразу скажу вам, что сегодня мы ничего особенного, сверхъестественного не найдем, но я вам покажу технологию, то есть что можно брать, что нельзя брать, как мы вообще ищем информацию о том, что что-то стоит, что-то не стоит. Естественно, у нас уже есть кое-какие навыки, кое-какие знания по поводу того же фарфора, какой ценится, какой не очень и так далее. В общем, просто вот появилась такая возможность записать видео ознакомительное. Вот, я надеюсь, что вам понравится. К слову, еще стоит добавить, что не сами владельцы распределяют и оценивают свои вещи. Они нанимают специальные компании, которые приезжают, разгребают, оценивают и, собственно, занимаются распродажей, то есть у них там как стоят кассовые аппараты, все как положено. Есть люди, которые наблюдают за тем, что происходит внутри, чтобы никто ничего не украл и так далее. То есть полный сервис. Ну что, давайте посмотрим, как это вообще все происходит. Мы беспрепятственно абсолютно заходим в дом. Вот здесь встречает меня женщина внутри, желает мне приятных покупок, что, мол, если мне что-то будет непонятно, я могу задавать ей вопросы. И, естественно, прежде всего я обращаю внимание на посуду. Это моя страсть. Мне очень нравятся фарфоровые всякие тарелочки, вещи. Вот за эти тарелки $8, по-моему, сет из 10, $8. Но я посмотрела клеймо не очень интересное, то есть ничего не стоящее. Это вообще какой-то чуть ли не Китай, поэтому не интересно. Смотрю, в основном, как видите, сразу клейма. Вот очень красивая тарелочка, качество хорошее за $1. Смотрю клеймо. И клеймо бинго. Хорошее клеймо. Это Стефордшир, это Англия. Сейчас вот я ближе его рассматриваю, поэтому вы не видите.
То есть вот берешь в руки эту вещь, и сразу уже понятно, что вещь хорошая. То есть плотный, хороший фарфор, без трещин, без каких-либо изъянов. Все прекрасно. То есть я сразу ее хватанула. Давайте посмотрим, сколько в потенциале, за сколько можно продать эту тарелочку. Да? Мы помним, что $1 она стоит. Мы открываем eBay. Собственно, так я и нахожу среднюю цену на какой-либо товар и увожу запрос. У нас с вами Staffordshire, тарелочка с анютиными глазками. Pansy Flowers – это анютины глазки по-английски, так они называются. Вводим, собственно, все, что я знаю вот из головы. Я же не знаю определенного названия, из какого сервиза она, например, была. Просто вот что, на что считаю нужным опереться, то и ввожу. И мы смотрим, собственно, сколько Staffordshire в среднем стоит. Кто-то продает ее за $8.50, кто-то за 10, кто-то за 12, кто-то за 20. Вы сами все видите. Точно такой же тарелочки, как у нас, с вами я не нашла. Поэтому ориентировочно буду думать около $15-20 на продажу эту тарелочку, потому что она в очень хорошем состоянии. Вот сейчас мы с вами посмотрим, сколько в среднем стоят такие тарелки похожие. То есть мы смотрели с вами, за сколько были проданы по факту, а это за сколько выставлено. Видите, тут есть и за 30, и за 50, и за 23. В общем, совершенно разные стоимости. Но Staffordshire – это хороший английский фарфор, поэтому он в цене. Я думаю, что она не слишком уникальная, но $15-20 она стоит. Следите за обновлениями в Инстаграме, я буду выкладывать вот все эти вещи туда. К стеклу я отношусь достаточно прохладно, но на всякий случай проверяю клейма, мало ли что-то найдется стоящее, но нет, не в этот раз. И сейчас я хочу вам показать спальню. Собственно, я никогда не покупаю ни постельное белье, ни чьи-то личные вещи, потому что мне это совершенно не нужно. Я здесь для того, чтобы показать вам, что, собственно, продается. По стульчику мы с вами тоже можем сразу определить, что это все-таки дом пожилого человека. Вот видите, тоже бальзамы для губ, какие-то незаконченные шампуни. Все продается, все имеет свою цену. Однажды на одном из ТЦЛ, вы не поверите, но это действительно факт. Мы были на одном из ТЦЛ, и там продавали пустую пачку из-под сигарет Marlboro, и стоила она $1. Я не знаю, правда, на кого это было рассчитано, но это, конечно, нас мало того, что удивило, так еще и немного, если честно, поразило. Здесь вы видите кухню, ничего сверхъестественного, бывшие в употреблении кастрюли, сковородки, ложки, чашки. Это все не несет лично для меня никакой ценности, однако люди что-то покупают из этого всего. Так как меня это не интересует, мы идем дальше и натыкаемся вот на суперинтересное. Это пластинки. Лично я не суперспец, конечно, в них, но я знаю, что многие люди продают за какие-то вообще сумасшедшие деньги пластинки. Вот, к сожалению, я пока в этом не очень хорошо разбираюсь. Я просто люблю их перебирать, просто люблю их смотреть. Вот. И во мне вот отразилась вот эта любовь к музыке. Я взяла в руки Джонни Кэша и прям почувствовала, что это та самая пластинка, которую бы я с удовольствием послушала. К слову, вы видите, вот там цена мелькает, $3 за пластинку. Есть у меня один пример. У нас по воскресеньям в нашем городке проходит маркет, ну или рынок, да, в котором участвуют вендоры, то есть ремесленники, которые изготавливают какой-то продукт и там продают уже местным жителям. И есть среди них один парень молодой, который продает пластинки. То есть я так понимаю, что он тоже ездит по всяким эстет-сейлам, гараж-сейлам и покупает там
эти пластинки за даром практически, а продает от 10 до 20 долларов и выше, в зависимости от того, насколько редкая эта пластинка, в каком она состоянии и так далее. И там всегда есть люди, всегда. У него есть специальный такой аппарат, проигрыватель, стоят шикарные колонки, и каждый желающий может услышать этот прекрасный звук, жареные яичницы, в общем, здорово. Я лично очень люблю Джонни Кэша, поэтому я его пересматриваю. И пока я их рассматривала, я подумала, что, может быть, кто-то из вас, кто смотрит это видео, тоже захотел бы себе такую пластинку в подарок. И я подумала, что это была бы отличная идея, чтобы проводить розыгрыши. Розыгрыши вот таких вещей, которых я нахожу на эстет-сейлах. Вы подписываетесь опять-таки на мой инстаграм, потому что именно в инстаграме проводить розыгрыши проще. Я там все напишу более подробно, как это будет происходить. Вот эти все фигурки, цветочки, они очень милые, но, к сожалению, они ничего не стоят, так как это Китай. Поэтому для меня это не составляет особенной ценности. Вот это оказалась очень интересная для меня фигурка. Здесь написано, что расписана вручную и сделана в Италии. Ее бы можно было бы продавать в своем личном магазине на eBay, но стоимость 20 долларов, это не имеет смысла для продажи тоже. Вот я нашла птичку на деревянной подставке в отличном состоянии. Птицы пользуются спросом на eBay, коллекционные бывают птички. Однако 30 долларов, купить ее за 30, чтобы продать за 40, совершенно никакого смысла нет. Вот Робин by Андреа тоже пользуется спросом, хорошие птицы, но здесь цена 14 долларов, в продаже это может быть 20-25, а также у нее отколотый лепесточек вот в цветочке, поэтому это точно ничего не стоит. Вот это уже что-то более интересное, это Бавария, это Германия, и судя по клейму, это антиквариат, то есть, скорее всего, начало 20 века. Очень милая вещица, в хорошем тоже состоянии, нет никаких сколов. Это маленький сосуд для молока или сливок, и, судя по всему, до этого я держала в руках чашу для сахара. Состояние хорошее, стоит 3,50 за обе штуки. Возможно, обе вещицы продать на eBay, но у меня таких уже очень много. Особой ценности они не представляют, поэтому я не стала их брать. Пойдемте посмотрим, что нас ждет в следующих комнатах. На первый взгляд в этой комнате много всего интересного, но при ближайшем рассмотрении я не нашла ничего, кроме этого замечательного рождественского венка. Его я приобрету именно себе, потому что я обожаю украшать наш дом к разным замечательным праздникам. Больше ничего особенного там не было. Какие-то игрушки китайские и так далее. Вот в этой комнате есть техника, но опять-таки ничего не стоящее. Какие-то канцелярские товары. Собственно, нам это тоже не интересно. Может быть, кому-то пригодится вот такая записная книжка Star Wars. Почему нет? Всего за $1. Ничего в этой комнате я не нашла. И мы сейчас пройдем в последний уголок, который я не исследовала. Возможно, там что-то найдется интересное. А здесь, видимо, все для рукоделия. Бабушка вышивала.
Милые вещички, но опять-таки для меня никакого интереса не представляющие. Мы посмотрели абсолютно все, что было в этом доме. И сейчас самое время пойти расплатиться за все, что я положила себе в корзину. Как видите, народа достаточно много в доме, все что-то пересматривают, ищут, видите, даже для дома. Берут баночки какие-то для хранения и так далее. Вот это гараж, здесь тоже очень много утвари разной, каких-то железяк. Лично для себя я приобрела вот этот венок, повторюсь, пластинки для розыгрыша, тарелочку, которую можно продать на eBay, и 3 глиняных горшочка для того, чтобы посадить туда зелень. За все про все у меня получилось $11.18. Моя миссия на сегодня выполнена. Я провела вас по эстет-сейлу. Он не самый удачный, но опять-таки как пример, чтобы ввести вас в курс дела, чтобы вы понимали, как это работает, я все-таки его посетила. Сейчас довольная, пойду домой, садить свою зелень в эти горшочки. И выставлю обязательно тарелку на eBay. Ее вы сможете увидеть в моем профиле в Инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой YouTube-канал. Если вам нравится такой формат, следите за новостями. Я уверяю вас, что будет еще больше видео, еще больше интересного. Огромное вам спасибо за просмотры. Оставляйте свои комментарии и до встречи!